Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких вот полуботиночек или туфелек, которые, мне кажется, замечательно подойдут в прохладную погоду весной и осенью, а также прохладными вечерами летом. Я думаю, что вы справитесь с этой моделькой, потому что она вяжется несложно, и я вам подробно все покажу, шаг за шагом. Друзья, если вы смотрите это видео, еще не подписавшись на канал, сделайте это прямо сейчас. Подпишитесь на канал, нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. А их сейчас уже там более 200. Поэтому заходите, пользуйтесь, смотрите, учитесь и делитесь своим опытом. Ну, а мы начинаем. Для этой модели подобрала вот такую подошву. Мне она очень нравится, очень практичная. Расстояние между отверстиями 1 сантиметр на подошве. Это будет у меня 37 размер. Пряжа Мелисса вот такая катон. Состав, значит, 130 метров на 50 грамм. И состав 50% катона, 50% акрила. Цвет 306, очень красивый, шоколадный такой. И вот еще дополнительно для отделки точно такого качества пряжа, только бежевый такой цвет светлый. Крючок 3 миллиметра. Обвязку подошвы, возможно, буду использовать на 2,5. Сейчас попробую. И мне кажется, 3 будет толстоват для этих отверстий. Отсчитываю от центра подошвы 5 отверстий. И начинаю вот здесь вязать. Сейчас начинаю с обвязки подошвы. Сначала обвязываю первый ряд, так как у меня отверстие пробитый через 1 сантиметр, то я буду провязывать в каждое отверстие по 3 столбика без накида. Первое отверстие провязываю 2, крючок использую 2,5 на обвязку подошвы. И со следующего в каждое отверстие по 3 столбика без накида. Спрашиваете, почему иногда 2, иногда 3 провязываю, потому что расстояние между отверстиями. Если сантиметр, то я провязываю по 3 столбика. Если 0,5, 0,6, 0,7 миллиметра, провязываю по 2 столбика. Этого достаточно. Тогда потом не топорщится вязание, не стягивается, все ровненько получается. В каждое отверстие по кругу, по всей окружности подошвы провязываю 3 столбика без накида, крючком 2,5. Очень хорошо этот крючок под эту пряжу как раз подошел. Здесь на 50 грамм 130 метров, так что нормально. Вот так по кругу встречаемся в конце ряда. Здесь в конце ряда у нас было одно отверстие, один столбик в первом отверстии, надо довязать 2 недостающих. Вот первый и второй столбик. Теперь заканчиваем ряд в первую петлю предыдущего столбика соединительным столбиком. Я перейду вот сейчас на другой цвет, потому что буду вывязывать сейчас такой крестообразный рисунок по окружности, поэтому ввожу нить другого цвета. Вы сами себе подберете цвета, какие вам нравятся. Мне вот сочетание этих двух цветов очень понравилось. И теперь провязываю соединительный столбик вот этой уже нитью другого цвета. Протягиваю ее сюда. Вот здесь я перехожу на крючок 3, дальше я буду вязать троечкой. Обвязку закончили, теперь перехожу на крючок 3 миллиметра. И вот так делаю соединительный столбик, закрепляю нить и вяжу дальше уже вот таким узором. Сейчас вот сразу здесь провязываю столбик без накида, закрепляю протянутую нить, делаю воздушную петлю, еще одну воздушную петлю,
2 воздушных петли, которые будут заменять как бы столбик с одним накидом. Делаю накид. И сразу вот, видите, у нас вот здесь 3 столбика, 3, так вот между ними, между троечками вот этих столбиков начинаю вязать. Столбик с одним накидом провязываю. Теперь воздушная петля. Делаю накид. И возвращаюсь под первую, вот там, где я начала вязать, вот сюда. Вот так. Как бы крестообразные столбики будут. Они крест-накрест будут пересекаться. И провязываю столбик с одним накидом. Второй. Теперь накид мы не делаем. Ой, воздушную петлю мы не делаем. Сразу накид. И между 3 и 3 столбиками вот сюда провязываю столбик с одним накидом. Очень простой будет сейчас узор, вы поймете. Здесь воздушная петля, снова накид и возвращаемся от сюда за эти 3 столбика, откуда начинали. Вот так получается, мы вяжем столбики с одним накидом, между ними воздушная петля, но крест-накрест. Сейчас покажу еще накид. Вот сюда между 3 и 3, вот этот хвостик уже уберу, коричневой нити. Провязываем столбик с одним накидом. Теперь воздушная петля, накид и возвращаюсь вот сюда. Столбик с одним накидом. У нас очень хороший ориентир, это по 3 связанных столбика в первом ряду, поэтому мы так вот очень хорошо, не надо считать петли, ничего, просто между идет у нас 3 столбика и 3 столбика, между ними ставим столбик с одним накидом, воздушную петлю и возвращаемся в предыдущее отверстие между 3 столбиками. Вот такой узор получается. Провязываем его по кругу. Сейчас вот покажу еще раз. Накид, шаг вперед вот сюда, через 3 столбика. Провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Накид и шаг назад вот сюда за 3 столбика. Провязываем снова столбик с одним накидом. Теперь воздушную петлю не делаем, а сразу накид, шаг вперед через 3 петли. Вот так, через 3 столбика. Столбик с одним накидом, воздушная петля и шаг назад, столбик с одним накидом. Я думаю, что понятно довольно-таки. Даже вот, если я не буду объяснять, вы все поймете. Накид. Шаг вперед, столбик с одним накидом, воздушная петля, накид, шаг назад, столбик с одним накидом. Довольно простой узор, с которым вы точно справитесь. Очень красиво смотрится, особенно вот когда контрастная нить, то будет очень симпатично. Довязываем до конца ряда. В конце ряда заканчиваем шаг вперед, столбик с одним накидом, воздушная петля, шаг назад, столбик с одним накидом. И тут у нас остается еще один провязать крестик. Делаем накид. Шаг вперед, столбик с одним накидом, воздушная петля, накид, шаг назад, столбик с одним накидом. Теперь соединяем ряд в первую петлю ряда соединительный столбик, но уже вводим опять коричневую нить, поэтому отодвигаем светлую, берем темную нить и провязываем соединительный столбик. Все, видите, она у нас была не обрезанная.
Поэтому сейчас будем вязать уже дальше. Вот здесь, где мы делали перекрестные вот эти вот столбики с одним накидом, видите, у нас вот тут, где была воздушная петля между столбиками, сюда привязываемся, делаем 2 столбика, 2 воздушные петли, и в это же отверстие сюда под воздушную петлю провязываем еще 2 столбика с одним накидом. То есть первое у нас 2 воздушные петли заменили первый столбик и еще 2 столбика с одним накидом. Получилось как бы 3 столбика с одним накидом. Теперь находим следующую воздушную петлю. Вот здесь у нас между столбиками, вот здесь следующая была воздушная петля. Столбик пересекался со столбиком, и между ними воздушная петля. Под нее вяжем 3 столбика с одним накидом в одну и ту же петлю под одну воздушную петлю. 2, 3 провязали. Теперь под следующую воздушную петлю 3 столбика с одним накидом вот сюда, потом вот сюда, вот сюда. И так провязываем по кругу. Под каждую воздушную петелечку, где у нас было пересечение столбиков с одним накидом в крестик, мы провязываем по 3 столбика с одним накидом. Все, вот таким образом мы вяжем весь ряд. Видите, вот здесь под воздушную петлю. Дальше мы будем двигаться и под каждую вот сюда, где они, воздушная петля между столбиками, вот здесь. Потом следующая вот здесь, следующая вот здесь. Везде провязываем по 3 столбика от начала до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Вот доходим до конца. Провязываем, здесь у нас последняя вот воздушная петля. Под нее 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И теперь в верхнюю петлю первого столбика из воздушных петель соединительный столбик. Все, провязали. И вот таким образом мы сделали как бы установку для подъема. И будем сейчас вязать перед. Здесь я пока закончу. Нить можно обрезать. Конец нити оставляем, мы потом его исправим. Здесь светлую тоже обрезаю. Эту мы заправим потом при вязании. Все. Теперь будем вязать переднюю часть. Находим центральную петлю. Здесь у меня на подошве прямо есть отметка центра подошвы. Здесь центральная петля. И мы отсчитываем 5-ю петлю. Мы ставим крючок от центральной петли и начинаем вязать первый ряд. С 6-й петли начнем, потому что сюда завожу нить, но не провязываю, а вот первый столбик провязываю вот сюда в 5-ю. Все, начинаем вязать столбики без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Вот видите, у нас получилось 5 столбиков, центральная петля, еще 5 столбиков, 11 всего я провязала. Разворачиваемся на изнаночную сторону, показываю ближе. Смотрите, первую петлю мы пропускаем, никогда с нее не начинаем при вязании переда, начинаем со второй, вяжем обычные столбики без накида по изнаночной стороне. Провязываем в каждую петелечку столбик без накида со второй петли от крючка. Доходим до конца ряда. Вот у нас последняя угловая петля. Теперь разворачиваемся вот так на лицевую сторону. И следующая петля, вот тут сразу в следующую петелечку от той, которую мы начинали, провязываем соединительный столбик 1, в следующую петлю соединительный столбик 2, разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем следующий ряд. Я всегда здесь соединительные столбики с лицевой стороны делаю, чтобы не было отверстий, чтобы красиво потом смотрелось. Начинаем со второй петли от крючка, провязываем столбик без накида обычный. Теперь следующий опускаемся на ряд ниже, то есть в первый ряд, который мы вязали. Сейчас мы вяжем третий ряд и один столбик вяжем со второго ряда, берем петлю, один столбик с первого ряда через один, вот так. Теперь столбик без накида со второго ряда, столбик без накида с петли первого ряда, со второго ряда петля и с первого ряда петля на ряд ниже. Теперь снова со второго ряда. Очень будет симпатично смотреться узор. С первого ряда. Теперь дошли до конца ряда, соединительный столбик 1, следующая петля, которая у нас была, и столбик 2. Вот видите, как получается? Вот такие симпатичные получаются, как бы зерна. Теперь разворачиваемся наизнанку. Всегда изнаночный ряд вяжем одинаково. Начинаем со второй петли от крючка. Сейчас попробую так, чтобы хорошо видно было вам. Первую петлю пропускаем. Всегда пропускаем. Со второй начинаем вязать столбики без накида в каждую петелечку. Просто столбики без накида. Очень простой узор, он очень оригинально смотрится в изделии, но вяжется очень просто. Любому из вас будет под силу, он понятен, тут ничего не надо придумывать. Просто изнаночный ряд, столбики без накида, лицевой ряд, столбики без накида, но просто мы чередуем длинный с коротким столбиком, то есть вяжем из петель предыдущего ряда и из петель на ряд ниже. Дошли до конца ряда и с лицевой стороны делаем 2 соединительных столбика, 1 и 2. Можно делать и с изнаночной стороны соединительные столбики, но они не так хорошо потом смотрятся в изделии. Всегда делаю с лицевой. Вот видите, точно такой же лицевой ряд. Со второй петли от крючка начинаем обычный столбик без накида с первого ряда от верха, следующий со второго, с первого ряда, со второго вниз опускаемся. То же самое, тут не надо вымерять, что над чем,
какой столбик над каким. Вот как ложится в вязании, так и вяжем, потому что все равно будет очень красиво смотреться. Как они будут располагаться, абсолютно не имеет никакого значения. В узоре смотрится очень красиво и как бы все, так знаете, как бы сформировано так, как надо. Провязываем также через один столбик длинный, один короткий. Последний столбик короткий в этом ряду получился. Дальше 2 соединительных столбика по боковой части. Один, второй. Разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд. Все, продолжаем повторять эти вот ряды. То есть всего 2 ряда узор. Изнаночный ряд, обычные столбики, лицевой ряд через один длинный короткий столбик. Вернулись 2 соединительных, потом вот так провязали длинный короткий и по 2 соединительных столбика с обоих сторон не забываем провязывать. Для подъема тут у нас обычные столбики без накидов, поэтому нужен одна петля для присоединения соединительных столбиков, вторая для подъема. Так, вот довязала я перед. Вот таким образом шли, добавляя по 2 соединительных столбика. Получилось у нас тут 16 вот таких двойных рядов, верхний ряд и нижний ряд. То есть получается 17 умножаем на 2, 34 ряда. Всего 34 ряда. Теперь мы не присоединяемся к боковой части. Видите, сейчас будем вывязывать язычок. Вот здесь закончили, дошли до последней, присоединения не будет. Возвращаемся назад. Опять также со второй петли от крючка. Первый столбик без накида из петли первого ряда. Дальше вниз во второй ряд опускаемся длинный. Точно такой узор, как мы вязали. Ничего не меняется. Просто мы больше не присоединяемся к боковым частям, а идет вверх, сокращая с обоих боков по одной петли. Вяжем вот сюда, до этой стороны. Здесь на этой стороне провязываем последнюю петлю, которая у нас есть, до соединения с боковой части. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И со второй петли от крючка, точно так же не присоединяясь, начинаем вязать изнаночный ряд. Первую пропускаем, со второй столбики без накида от начала до конца ряда. Узор не меняем. У нас здесь будет всегда один и тот же узор. И это и делает, в принципе, потом очень симпатичными эти ботиночки, потому что украшение для них это будет ввязывание вот таких как бы крестиков узора, крестиками другого цвета. Закончили ряд до последней петли, довязали, разворачиваемся и вяжем снова лицевой ряд. Со второй, первую пропускаем, со второй петли начинаем также и из первого ряда, и из второго ряда столбик без накида. С первого вниз, со второго. Все. Продолжаем вязать таким образом, провязывая язычок на необходимую высоту. Вяжем сюда, здесь точно так разворачиваемся со второй петли от крючка и вяжем поворотными рядами наверх. Вот такой язычок я провязала. Так, здесь отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 рядов наверх я подняла. Теперь сделаем обвязку. Сейчас вот этот дойду до противоположной стороны язычка. Последний ряд. Это будет у меня 13 ряд, и я начну обвязочку делать. Заканчиваю я изнаночным рядом наверху.
Здесь, в принципе, у меня будет невысокий ботиночек, поэтому полуботиночек будет, скорее всего. Поэтому язычок достаточно на высоту, и дальше он будет загибаться на ножке, поэтому вот такой он будет. На 13 рядов. Ну, плюс еще обвязка идет язычка. Это будет 14 ряд. Ну и на этом будет достаточно. Сейчас я эту петлю перенесу на маркер, чтобы здесь нить не обрезать. Протягиваю нить вниз, вот сюда, к боковой части. Беру первую петлю по боковой части, вот здесь привязываюсь и начинаю вязать обвязку. Столбики без накидов каждый ряд. Смотрим внимательно, чтобы у нас был столбик провязан в каждый рядок, не пропуская, чтобы не затягивало потом язычок. Провязываем столбики без накида, доходим до верха, где у нас маркер. Сейчас я покажу, как мы его заберем. Вот здесь у нас уже осталось пару петель, провязываем. Теперь угловая петля. Вот сюда вводим крючок, нить выводим и сюда же захватываем третью петелечку вот с этого маркера. Провязываем вместе. И еще раз в эту угловую петлю еще один столбик без накида. Обязательно два, чтобы у нас был красивый разворот. Все, теперь двигаемся по верхней части, продолжаем вязать так дальше, пока не обвяжем весь язычок столбиками без накида в каждую петелечку. Вот здесь у нас получилось 2 петли в углу. Когда дойдем до этого угла, в углу тоже 2 петли и заканчиваем внизу. Все, двигаемся до нижней части. К боковой части присоединяемся соединительными столбиками. Парочку соединительных столбиков провязали, и нить можно обрезать. Все, закончили мы переднюю часть полностью, язычок. И теперь будем провязывать боковые части. Вот этот конец нити на изнаночную сторону перетянуть, и потом мы вяжем его привязки боковой части. Все, сейчас начнем вывязывать боковые части. Начинать будем с изнаночного ряда. Вот, значит, смотрите, вот с этой, с левой стороны ботинка. Здесь у нас ряд, где был подъем, да, мы вязали, и потом мы начинали вязать перед. Вот примерно вот здесь начинаем. Тут не принципиально точно, как вам хочется. Ну, я вот начинаю, вот 8 рядов отсчитываю. Вот так, на этой стороне поставлю маркер. И сейчас параллельно на той стороне начну вязать. Вот по ряду, по вот этому, вот с этой петли. Вот так захватываю петельку, привязываюсь и буду вязать столбиками без накида. Это у нас будет изнаночный ряд. Вот этот конец нити нам надо ввязать. Сейчас его сюда заправлю. Вот так. И вяжем
Просто столбики без накида. Мы делаем такой вот бортик отсюда. Потом у нас будет привязываться боковые части и задник сразу вместе. Пятку отдельно я вывязывать не буду. Здесь вот для загиба верхней части пятки я потом скажу. Я там просто уберу петли и все. И сделаю все по ножке. Вот таким образом провязываем в каждую петелечку. Тут они легко поднимаются, потому что узор такой свободный довольно-таки. Поэтому вы спокойно здесь провяжете такой бортик. Этот вот хвостик, что у нас остался, мы его потом обрежем. Мы ввязали, закрепили его, так что он уже никуда не денется. И теперь доходим вот до конца вот тут передней части, где она у нас заканчивается, и переходим на боковую часть. Я сейчас покажу с этой стороны, тут все понятно. Не очень удобно захватывать тут снизу. Это такой первый ряд, он всегда немножко некомфортный, а так-то в принципе ничего сложного. Вот, доходим сюда, осталось несколько столбиков связать. Видите, такой получается как бы кант, ободочек. Вот дальше мы будем уже по нему вязать. И дальше вот сейчас на боковую часть, видите, мы продолжаем просто вязать столбики без накида по боковой части, по задней части на ту сторону. Вот так. Все вяжем столбиками без накида в каждую петелечку. Думаю, здесь вы справитесь. Вот так провязали. Дальше вяжем по кругу. Здесь по пяточке проходим. Вот сюда приходим. И точно так же вот до этого маркера, поднимая петельку за петелькой, провязываем вот такой кант. Провязали. Теперь разворачиваемся на лицевую сторону и начинаем провязывать дальше. Значит, пропускаем первую петлю, начиная со второй петли, вот эту не вяжем, начиная со второй петли, вяжем по такому же узору, как мы вязали переднюю часть, с первого ряда и со второго ряда, столбик без накида. Опускаемся вниз и провязываем столбик без накида. Теперь в предыдущем ряду берем петлю, теперь на ряд ниже, вот так их чередуем. Получается тот же самый узор, вот, который мы вот здесь вязали, вот такой. То есть изнаночный ряд будет у нас всегда просто столбики без накида из петель предыдущего ряда, а лицевой ряд чередование столбиков без накида из петель предыдущего ряда и столбиков без накида из петель на ряд ниже, через ряд, то есть вот так. Все, этот ряд мы вяжем до конца. И здесь единственное, что никаких проблем. Вяжем высоту необходимую, но в конце ряда довязываем до последней петли, а начинаем ряд всегда со второй. То есть у нас каждый ряд лицевой будет. Вот, дошли, здесь закончим. Сейчас я покажу. Вот, довязали до последней петельки.
Провязали последнюю. Вот она. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И в каждом ряду, когда мы разворачиваемся в конце ряда, мы пропускаем первую петлю, мы ее не вяжем, а вяжем со второй. Таким образом у нас будут скосы с обоих сторон идти. Вот так. Все, дальше снова вяжется изнаночный ряд. Доходим до конца и со второй петли вот так же точно, видите, вот так пошел под угол ряд пошел. И то же самое будет там. Доходим сюда до конца, до последней петельки. Дальше со второй петли начинаем вязать лицевой ряд по узору. Вот такому, чередуя длинные короткие столбики. И доходим обратно и туда-сюда, просто убирая каждый раз по петельке. То есть вяжем здесь на пятки, поднимаем пяточку в высоту, и потом в процессе мы делаем убавление. Вот сейчас я в этом ряду убавлю 2 петли, то есть провяжу 2 раза по 2 петли вместе. Вот 2, 3, 4, 5. Здесь вот 9 рядов я провязала, из них, смотрите, я делала убавление вот здесь по центру пятки несколько раз. То есть сначала 2 петли, а потом по одной. Вот 9 ряд я начала вязать изнаночный, провязала, и теперь выхожу на узор. Делаю воздушную петлю подъема, столбик с одним накидом, дальше 2 петли пропускаю и в третью 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Снова 2 петли пропускаю. 1, 2, в третью 3 столбика с одним накидом. 1, 2, в одну петлю. В эту же петлю 3. 2 петли пропускаю. 1, 2, 3, в третью 1 столбик с одним накидом. Второй, третий в одну петлю. Продолжаем так до конца ряда. 2 петли пропускаем, 3 столбика с одним накидом в одну петлю. Вяжем до конца. Вот доделали. Теперь нам сюда надо ввести нить светлую. По лицевой стороне, чтобы у нас был узор. Поэтому оставляем там темную нить. А здесь вот опять выходим на лицевой ряд и начинаем вязать вот здесь с первой петли. Привязываемся. Вот таким образом. 2 петельки как бы соединили вместе, чтобы был скос. 2 воздушные петли, делаем накид, и вот сюда через 3 вот этих столбика провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля, возвращаемся под первую сюда и провязываем столбик с одним накидом. Вот дальше то же самое, делаем накид. Дальше, видите, 3 столбика пропускаем, между ними столбик с одним накидом. Ну, то же самое, что мы вязали вот в нижнем ряду. Помните, воздушная петля, возвращаемся, столбик с одним накидом. То есть вяжем столбики с одним накидом крест-накрест. Накид вот сюда между этими двумя по 3 столбика. Столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, назад. Шаг вперед, шаг назад. Помните, как мы вязали? Столбик с одним накидом. Накид, вот так,
То же самое. Накид, шаг вперед, столбик с одним накидом, воздушная петля, шаг назад, столбик с одним накидом. Все. Точно так же продолжаем до конца ряда. Ввязываем вот этот узор сюда. Я думаю, будет очень симпатично. Будет хорошо украшать нашу туфельку или полуботиночек. Они такие вот как бы спортивные получаются. Очень хорошо подойдут, в принципе, под любую одежду, под брючки и под юбку тоже будет хорошо смотреться. Вяжем вот сюда до конца ряда. В конце ряда вот здесь у нас маркер. Забираем петлю с маркера вместе с последней вот тут петлей. Вот так. Провязываем столбик вместе с этой петлей, которая была на маркере. Столбик с одним накидом. Затягиваем темную петлю. Все, вот эта белая светлая нить, она нам сейчас больше не понадобится. Мы узор закончили. И дальше мы опять вводим темную и будем вязать дальше уже темной нитью. Светлую я сейчас обрежу и ввяжу конец нити в вязание. Поднимаю темную нить, мы ее не обрезали. И начинаем вязать изнаночный ряд. Изнаночный ряд, если помните, мы вязали по 3 столбика с одним накидом. Точно так же, как вязали прошлый ряд. У нас нижний ряд 3 столбика с одним накидом. И затем вот здесь между под воздушную петлю, под каждую провязываем вместе 3 столбика с одним накидом в одну петлю. 2, 3. Первую мы сделали 2 воздушные петли подъема и дальше провязали вот сюда под эту воздушную петлю 3 столбика. Делаем накид и снова вот здесь воздушная петля на пересечении столбиков, под нее снова вяжем 3 столбика с одним накидом. Третий. Следующую вот здесь воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Переходим к следующей и вяжем так до конца ряда. Все, вот мы сделали узор, заканчиваем ряд и продолжаем вязать дальше. Ну вот, закончила я этот ряд изнаночный, провязала по 3 вот этих столбика. Теперь ставлю последнюю петлю на маркер и делаю обвязку. Все, на этом мы закончим. Точно так, как мы делали обвязку на язычок, мы сделаем точно так же столбиками без накида. Видите, какая простая моделька. Один узор, тут отделочка крестиком несложно, и обвязочка столбиками без накида в каждую петелечку. Все, до верха доходим до маркера. Вяжем все столбиками без накида. Затем точно так же в угловую петлю мы будем провязывать 2 столбика. Один столбик провяжем с петлей, которая у нас на маркере, а второй столбик дополнительный в эту же петлю.
для того, чтобы нам развернуться на верхнюю часть, чтобы ровненький был вот этот угол. Если вы провяжете один столбик в углу, он будет стягивать потом. Изделие будет некрасиво, будет загибаться. Все, дошли здесь до верха. Последний довязываем столбики. Угловая петля сейчас у нас идет вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем петлю, ой, соскочил маркер, снимаем петлю с маркера. А тут надо ее теперь поднимать, чуть не потеряла. Сейчас вот тут тоненький такой носик у маркера, сейчас я ее вытяну, вот она. Вот, протягиваем нить и снимаем вот эту петлю тоже на крючок. И затем провязываем вместе петлю, которая на маркере, вместе с этой. Вот, видите? Теперь в эту же петлю провязываем еще один столбик и разворачиваемся на верхнюю часть. Двигаемся по верхней части, в каждую петлю провязывая столбик без накида. Вот такой у нас получился уголок. Довязываем до этого угла. Здесь тоже в угловую 2 столбика и опускаемся вниз. Ну вот и все. Видите, мы закончили. Вот здесь я пришила 2 пуговки. Я сейчас покажу зачем. Можно просто завязать связать какой-нибудь шнурок или однотонный, или готовый. И вот сюда вот здесь есть отверстие. У нас тут такой хороший узор. Тут уже готовые отверстия, которые даже не надо было провязывать. Вот сюда мы можем продеть в эти отверстия вот так шнурок и потом завязать. Но это при желании. И тогда можно на шнурок поставить вот эти, вот так все. И будет завязано красиво, будет на шнурочке. Можно сделать такой вариант. Вот. Но я хочу сделать другой, поэтому я не стала на шнурок, я пришила вот такие 2 пуговки и сделала вот такую полосочку. Обычную полоску точно таким рисунком, который у нас есть. Все, провязала. Вот здесь такие воздушными петлями сделала отверстие для пуговиц. Видите, вот так. И вот так застегивается он. Можно сделать одну пуговку с лицевой здесь стороны, а вторую просто пришить в сторону. Ну, мне захотелось вот так. Я думаю, что так очень оригинально и красиво. А можно пуговицу убрать и сделать на шнурок. То есть это как вы захотите. Ну вот, друзья, наши туфельки готовы. Я думаю, они получились очень оригинальные, симпатичные, очень красивый цвет. Если вы еще не подписались на канал, сделайте это прямо сейчас. Если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте нажать на кнопочку подписаться, на колокольчик. Не пропускайте видео, которые будут выходить на канале. Ну, а я желаю вам ровных и красивых петелек. Смотрите другие видео, там есть все. Сейчас уже скоро будет приближаться лето. Видите, какой у нас получился за счет убавления петель на пяточке. У нас пяточка очень плотно прилегает. Чем ножка худее, тем больше убавлений вам просто надо будет сделать. Ну и все. И так как лето приближается, будем вязать босоножки и легкие туфельки. Ну, всего вам доброго, друзья, и до новых встреч!